Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендж пекарни. Мы в пекарне Патрика, мы продолжаем ее развивать. Мы практически только начали, у нас вышло пока что только 2 серии. По итогу у нас прошло 3 дня, потому что один день я, в общем, без вас тут поработала, потому что надо было немножко заработать денежек, надо было дойти до того момента, когда мы можем немножко повысить как-то наценку, процент наценки нашей. В общем, ничего такого критичного не произошло за это время, хотя он подзаработал хорошо так денег, сейчас я точно скажу. В прошлый раз мы заработали 215 миллионов, я считаю, что это очень даже круто. Я как бы столкнулась с той проблемой, что я же говорила о том, что у нас пекарня не по правилам. Я начала ее не в Магнолии, я начала ее в Винденбурге. В общем, вы меня поняли. Это было как бы... Мне, в общем, казалось, что Магнолия уже всем надоело, а то что-то новенькое. Мне, в принципе, очень нравится этот город. Он весь такой старинный, весь такой вот скрипучий, с каменной мостовой. В общем, я в восторге от этого города, я решила, что я буду здесь. И вот видите, у нас здесь уже есть изменения. Так вот, я такая говорила себе сама о том, что я не буду делать сад, зачем он нужен, все, кто заводят пекарню, заводят сад, я не буду в этом мейнстриме, я буду все делать иначе, у меня же мужчина, в общем, он будет справляться без сада. По итогу, конечно же, без сада не получится. Все потому, что я уже дошла до того момента, когда он развил достаточно навык, и как бы закрыта целая куча всяких пирогов, тортов и всяких изделий, выпечки, которые невозможны без фруктов и овощей, там можно еще рыбу половить. То есть я себя очень сильно ограничиваю, если каждый раз покупать, то это можно разориться на самом деле. Поэтому, в общем, он сегодня стал пораньше, видите, еще даже 7 утра нету. Но мы сейчас на самом деле откроем нашу пекарню и пойдем сажать. Потому что мы сейчас по телефону купим какие-нибудь... надо перевести только деньги, кстати, сразу, а то я потом забуду. 300 перевести. У нас целых 357 миллионов, и мы займемся садом. Вначале мы, кстати, проверим, как тут у нас... В прошлый раз у нас наконец-то все сухари раскупили, потому что они супер дешевые. Сахарное печенье подходит вегетарианцам. Давайте его уже выкинем, потому что оно слишком... дешево обходится. Так, плюшка с черникой, кстати, хорошо продается и нормально так мы за нее получаем шоколадное печенье и смесь. На самом деле, как-то у нас маловато. Ну ладно, давайте все-таки откроем нашу пекарню. Изменим, кстати, наценку. Так, установить цены в магазине. У нас было 5, мы теперь можем 15. Это не может не радовать. Потом откроем магазин. Мы сначала все посадим, а потом... откроют. Потом мы приготовим что-нибудь. Я думаю, что они разберут и это, потому что оно, в принципе, нормального качества. Так, потом ты купи, пожалуйста. Не надо искать работу, у нас уже есть. Так, пожарное отделение, заказать услугу. Где оно? Купить магазин? Нет, у нас уже есть магазин. Соседа по комнате. Вот, подарки. Ага, у нас сразу открылся. Так, весенний. А что у нас сейчас? У нас весна. Ой, целых 100 растений. Вдруг страшно, конечно. Грибы. Давайте 2 гриба купим. Зимние растения пока нам не надо. Картофеля у нас, кстати, зимние пока не будем сажать. Летние растения. Вот летние растения нам нужны. Маргаритка нам не нужна. Осенние растения. О, вот овощи для новичков. Отлично. Почка бонсай. Это слишком дорого для нас. Мы сейчас вообще все деньги на самом деле потратим. Семена волшебных растений нам не надо. Травы для новичков нам не надо. Тюльпан, удочка. Удочка слишком дорогая. Так, фрукты вот. Фрукты для новичков. Цветы нам тоже не нужны. И яблоко. Давайте яблоко одно купим. Так, ну что, мы вмещаемся? Да, покупаем. Все, и надо будет открыть. Сейчас, конечно, будет такое разочарование, я так чувствую. Вот эти все комплекты растения, они всегда такие, ну такие, такое. Вот, в общем, я под сад, видите, здесь выделила из брусчатки кусочек для того, чтобы сажать здесь растения. Так, открыто. Поздравляем. Так, все. Он открыл все растения. Он кушать хочет. Давайте, пока он покушает. Так, пока он будет кушать, мы решим вообще, что мы тут будем сажать. Так, у нас есть шпинат, у нас есть цветок шафрана. Ну, ладно, он, кстати,
мы не можем, кстати, продавать ничего по правилам. Вот этому правилу я буду все-таки так следовать. Овощной банан, и у нас целых 7 яблок. Зачем? Ладно, мы посадим всего 2. Все остальное пустим уже. Кстати, можно будет как раз-таки что-нибудь испечь. Так, стручок зеленого гороха. Хорошо. Шпинат у нас тоже 2 штучки посадим. А что ты так застеснялся? Ну, шафран тоже хорошо, 2 штучки. Так. Что? Нет, не надо. Стань. Так, это у нас виноград. Тоже 2 штучки, но больше не надо. Так, у нас, кстати, посетители уже появились. Бананчик. Так, так, бананчик у нас здесь. Здесь это же, получается, деревья будут. Поэтому как раз яблоки тоже сюда и сюда, чтобы никому не мешало. Все остальное мы сейчас приготовим. Так, грибочков у нас и так 2 штучки. Там, по-моему, есть какой-то пирог с грибами. Так, раз, два. Так, он уже покушал, да? Сейчас мы его отправим. Сажай все. Не ешь, а сажай. Так, все, да? Отлично. Ой, надо, кстати, посмотреть. Я не могу уже здесь голосовать, я же не на своем участке. Надо будет ехать на участок. Так, покупатель. Отлично. Покупательница. Офигеть! 3 сразу у меня покупателя. Это прям какое-то новшество. Давай быстрее сажай и окучивай своих покупателей. Потому что у нас прям это редкость, чтобы сразу 3 покупателя. Не 1 покупатель и 5 зевак и любителей пообщаться. Так, чтобы наверняка. Слушайте, обалдеть. Может, они у нас прям что-то купят сразу? Было бы круто, прям вообще. У нас, кстати, очки бонусы есть, мы можем что-то купить. Я там коплю какую-то вывеску. Я не помню. Я что-то там почитала, за 150 этих бонусов можно какую-то супер-пупер вывеску получить. Я на нее коплю, в общем. Так, а ты у нас кто? Мужчина в кепочке, маленький покупатель тоже. У нас сегодня прям не день, а сказка. Они, правда, до сих пор хлопают этими холодильниками. Этот решил поджиматься. Но это какая-то классика, на самом деле. Не любят отжиматься. Я, кстати, очень хочу вот этот еще открытый купить холодильник. Так, пряник за 8. Ну, нормально. Как бы нормик. Так, ты тоже сейчас что-то купишь? Давай, покупай что-нибудь. Нет? А что она делает? Что это было за бок? Непонятно вообще. Так, а что ей не нравится? Так, он купил плюшка с черникой. Крутяк. Хорошо, хорошее. Хорошее приобретение, хорошее. Я одобряю. Этот что-то какой-то агрессивный. Тут 1 шпинат остался. Так, давай шпинат досаживай, все поливай и иди. Готов на самом деле. Давайте теперь посмотрим, что я могу выпекать. У нас же теперь яблоки, шпинат, там есть что-то такое. В общем, нам нужно подороже, все подороже, потому что... Так, сладкий картофельный пирог, но у нас нет картошки, потому что она зимняя. Или осенняя, ну, по-моему, она чисто зимняя. Сырный. Фруктовый пирог. Вот, фруктовый пирог у нас есть. Что у нас есть? У нас есть... Что у нас из этого есть? Интересно. В общем, давай фруктовый пирог готов. Я думаю, он подороже будет. Подороже. Что пока у нас все очень... Ну, он и мало зарабатывает за счет того, что как бы все очень... Не очень дорогое, недорогая продукция. Нам надо как-то повысить уровень нашей продукции. Наверное, следующими приобретениями будет вот открытый этот холодильник и новая плита. Потому что от плиты тоже очень сильно зависит качество продукции. Так, луковые плюшки за 18. Она все плюшки купила. Это случайно засунула все сразу. А не по одной. И у нас их купили. Там, кстати, вообще теперь в холодильнике практически ничего нету. Упси. Ага. Совсем чуть-чуть осталось. У нас 3 предмета в холодильнике, да, такое. Нельзя такое допускать, что вот сейчас этот купит, и сейчас еще 2 человека придет, и все, будет пустота. Так что нам нужно срочно готовить. Вот, еще 1 покупатель. Какой у нас уровень, кстати? У нас уже 4 уровень, хорошо.
Так, хлопатели холодильника. Вот еще один человек. Ну, кстати, зевака. Почти знаменитость. Она у нас частенько бывает. Вот у нас... Ага, любитель. Только это сейчас купит что-то. Покупательница, пожелаем. Ну ладно, так мы протянем. Нужно, конечно, еще несколько блюд приготовить. Что-нибудь выпечь. Это как-то нехорошо получается. Ой, он в туалет хочет. Сходи в туалет. Влеклась. Так, давай. Положить порцию в багаж. Положить порцию в багаж. Давай. И дальше готовь. Потому что надо. Ты же хочешь заработать много денег со своей выпечки. Поэтому она должна быть, чтобы с нее что-то... Так, у нас что-то купили. Нет, да. Нет. Положить порцию в багаж. Порцию в багаж. Что у нас загрустил, товарищ? Ой, нет, не готовить. Надо печь. Перепутала. Так, надень-ка наушники, это что ты загрустил у нас. Чего-нибудь такое послушай. Нет, не включи, а слушай. Слушай сюда. Я тут слышала точнее, что очень классная ретро-музыка. И где она? Струной, диско, новая волна, на заднем дворе, металл. А вот ретро. Давайте ретро послушаем. Так, это на помывку. Итак, давайте теперь еще что-нибудь выпечем. Ну, давай, что ты? Печь. Что мы еще можем спечь? Рыбный пирог. Рыбный пирог мы пока не можем. Так, плюшки с маком и кунжутом, луковицы, шалфей, базилик. Ага, нам все-таки нужны еще и травы. Слушайте, а что-то я так проигнорировала, подумав о том, что нам это не надо. Пока луковые плюшки тогда приготовь, пожалуйста. Сейчас мы откроем холодильник, выгрузим туда наш пирог. И пока приготовим. Так, что у нас купили? Плюшка с черникой. Вот, плюшки с черникой хорошо пошли, и это радует. Так, а ты только хлопаешь холодильником, я в курсе. Сейчас тогда он доделает вот эти плюшки, или что там у нас, луковые кольца. Надо тогда покупать пакет с семенами, блин. А я что-то как-то... Я была не права. Давай, готов. Покупайте, налетайте, покупайте. Любитель общаться, зевака. И ты, кто любитель общаться, ты хоть покупатель? Ну, зачем вы ко мне поприходили? Что, мы хотим... Нет, я не хочу. Короче, одни зеваки. Что это такое вообще? Он тут тусует, ну хорошо. Итак, наш Патрик посадил все-таки парочку растений. Это у нас петрушка и шалфей. У нас, кстати, есть еще крокус. И это что, зеленый горошек. В общем, какие-то семена у нас все-таки есть. Именно, как это называется? Забыла название. В общем, зеленушки всякой, которая нам тоже пригодится. К нам тут пришел зевака, просто так стоит, с нами не общается. Ну, зевака, он нам не нужен на самом деле. У нас тут не так уж много всего есть на продажу. Любитель пообщаться. Вот покупатель один у нас. И это, по-моему, она у нас тоже любительница пообщаться. Давайте хотя бы с одним покупателем пообщаемся. Раз у нас все остальные не хотят у нас ничего не покупать. Нет, это они у нас исключительно. Вот, зевака. Давайте, у нас есть дорогой, единственный покупатель, надо его обхаживать, и любить и жаловать. Вся остальная толпа, она просто так, на самом деле. Они ничего не хотят покупать. Это печальная печаль. Давай, пообщайся. Что-то ему прям беспокоит его. Так, узнать о финансовых возможностях. Они что-то тут ругаются. Так, хорошо, у нас, кстати, очки прокачиваются. Так, давай, дожимай. И мы побежим, еще что-нибудь приготовим. Даже теперь есть еще эти травы. Вот, травы, я вспомнил. Знаешь, пару слов забыть.
Я каждый раз, когда включаю запись, забываю какое-нибудь слово. Мне потом так стыдно. Так, ты практически его дожал. Давай, дожимай до последнего. Пусть он купит что-нибудь. Так, а это, кстати, тоже уже так, любитель пообщаться. Может, я тоже попробую дожать. Ну так, чисто из интереса. Вдруг получится, а? Давайте, общайтесь, общайтесь, дожимайте его. Что она хлопает, хлопает, хлопает. Вот, мы его дожали, я поздравляю нас всех. Что он купил? Луковая плюшка за 19. Ну, неплохо, неплохо. 92 миллиона я заработала сегодня. Прошлый день какой-то был крайне-крайне удачный. Очень много было покупателей, поменьше зевак было. Ну, как-то, бодренько шла продажа. Так, поддержать. Сегодня день любви. Ой-ой-ой. Подарок. Просто конфетти. Хоть что-нибудь сделать. Это у нас такой печальный. Ну, нельзя ему еще отвлекаться сильно от пекарни. Ему нужно хотя бы немножко ее привести в норму. А кто у нас вообще такая? А что-то у нас такая румяная. Ну, какая у нас яркая барышня. Какая-то у нас перевозбужденная. Так, ну давай все-таки по делу. Так, он у нас любит общаться. Так, ладно. Раз вы такие никакие покупатели из вас, то я сейчас тогда приготовлю что-нибудь. Что мы можем еще приготовить? Я, кстати, лука не нашла в продаже. Вот в чем дело. Я хочу вот этот приготовить. У нас есть... у нас базилика нету. Это прям нужно будет искать на всяких этих фестивалях. Надо будет съездить. Но для этого нужно, чтобы были деньги в свободном доступе. Обычные плюшки. Что у нас хорошо так разбирали? А вот плюшки с черникой у нас, по-моему, хорошо разбирали. Давай приготовим. Приготовь плюшки с черникой. И будем, наверное, закрываться. Потому что, видите, одни любители пообщаться. Одни любители пообщаться. Больше ничего. Итак, возвращаемся к нашему бедному Патрику. Он немножечко расстроен тем, что вчера, в общем, были одни зеваки и любители пообщаться. Так никто ничего и не купил. В итоге он заработал всего 92 симолеона. Вообще очень мало, в 2 раза меньше, чем было в предыдущий раз. Это какой-то кошмар. В общем, еще был день любви, который он провел ужасно на самом деле, потому что он как бы ни с кем не сходил, ни на свидание, ничего такого не было. Но нам пора открывать пекарню, потому что плохо идут дела, и чем дольше она открыта, тем лучше. Хотя не всегда так оно на самом деле. Да-да, иди туда, куда тебе надо. Надо, наверное, наушнички включить, потому что как-то все так... Вот что он не выбрасывает, не моет тарелки, а копит у себя? Что это за привычка такая? Что это за видеоролик о катании на сноуборде? Я до сих пор не могу понять, потому что он не катался на сноуборде. Я не ходила, не ездила никуда с ним. Так, надень наушнички. Наушники слушай. Давайте опять ретро. Неплохо вроде было. Такая ретро. Наверное. Слушайте, я его не переодеваю, я забываю об этом. Надо так, наряды раздеваться не надо. Одень-ка ты свою рабочую форму и пойди, наверное... ничего нельзя? Продать все, собрать урожай. Собери весь урожай. Ничего поливать не надо, да? Так, даже... шафран у нас вырос, слушайте. Виноградная лоза, да, не скоро. Садоводство. Кстати, вчера он повысил свой навык пекарни до 5. Кстати, надо сейчас посмотреть, что открылось нам. Может, мы опять что-нибудь новенькое можем приготовить. Сейчас пока у нас есть пирог и куча плюшек. Этих пончиков. Они их называют плюшками, но тут, кстати, не только луковые. Почему-то они совместились. То есть тут половина луковых. Вот луковые. А это с черникой. Но они решили совместиться. И одно шоколадное печенье из смеси. Это, по-моему, одно еще из самых-самых первых. И фруктовый пирог. Что это было? Здрасте. Что это было за такое милое приветствие? Такое прям вообще неожиданно. Давай ответь на вопросы. Нас нашли в саду. Ты покупатель?
Да, ты покупатель. Тогда что-то как-то не заладилось у нас с этим покупателем. Не жалуйся ему на проблему, у тебя все хорошо. Типа, все что-то он ему не нравится. Сам пришел, сам поздоровался, и он ему не нравится. Почему так? Прям как в жизни. Нет, что-то им вообще не по приколу. Вместе общаться, отказываемся общаться, а больше никого... слушайте, больше никого нету. Так, зевака, покупатель. Зевака какая симпатичная. У нас зевака. Она год, Кассандра. Это выросшая девочка. И Мортимер год у нас тоже зевака. Покупатель, молодой. Так, для начала мы что-нибудь испечем. Давайте посмотрим, что нам теперь доступно. Так как он уже у нас грустный, конечно. Так, киш со шпинатом. Отлично, слушайте. Морковный. У нас морковки нет. Надо, конечно, в магазин съездить. Вот надо сегодня заработать побольше денег и съездить, короче, просто в Сан-Мишуно. Конечно, на фестиваль было бы эффективнее, потому что там обычно немножко больше. Нам очень лук нужен. Нам очень морковка нужна, лимоны нужны. Вот. Картофельный хлеб, да. Картофель надо будет купить, но чуть позже, потому что он зимой растет. В общем, давайте киш со шпинатом и грибом. Я тоже бы сейчас такое съела. Это, кстати, очень вкусно. Так, хорошо, иди. Ты весь такой... Так, плюшка с черникой. Хорошо, спасибо большое. Так, хорошо пошла торговля. Хорошо, это хорошее начало. Надо верить в лучшее, в хорошее. Не расстраиваться по пустякам. Так, может, мы сегодня вечером успеем съездить даже. Я очень надеюсь, что у нас достаточно успешно пройдет сегодняшний день. Достаточно много купят. У них, получается, одинаковые стрижки. Куда он ушел? Просто так ушел, да? Он же зевака. Он позевал и ушел. Печально. Я хотела сказать, что у них одинаковые стрижки, потому что разные цвета волос, и кажется, что это вообще абсолютно разные стрижки. Так, ты хочешь кушать? Вот сейчас ты приготовишь этот киш. Кстати, кто не знает, киш это, по-моему, песочное несладкое тесто, которое немножко запекается, выкладывается в форму такой тоненькой прослоечкой, в глубокую форму. Оно немножко подпекается, потом туда выкладывается разного рода овощи. Вот тут шпинат с грибами. В общем, можно, в принципе, практически что угодно. И все это заливается таким типа омлетом, но очень жидким омлетом. Плюшка с черникой, спасибо. Там, по-моему, несколько яиц нужно. И можно минеральную воду добавить. Она, кстати, хорошо такой делает воздушный яйца. Все это заливается и опять запекается. И получается у вас такой, как бы, омлета-пирог. Знаете, такая очень вкусная штука. И она очень сытная получается, но не тяжелая. То есть за счет теста она сытная. А яйца – это белок и фрукты. В общем, фрукты, овощи, в смысле. Получается очень хорошая такая вещь. На завтрак очень любит народ. И перекусить ей можно легко, потому что она дает энергии, но не дает тяжести, и можно потом заниматься спокойно своими делами. Так, багаж. Давай, клади в багаж и кушай. Сам покушай, пожалуйста. Что я перегрузила его действиями. Так, ты еще слушаешь наушники, надо, кстати, уже выключать. То, когда я долго это все слышу, у меня начинает немножечко утомлять. Так, покушай, пожалуйста. Фруктовый пирог 35, вы представляете? Хорошо, что мы его приготовили. Надо его дальше готовить, в общем. Он его, наверное, с виноградом сделал точно. Я все думала, с чем он делал, потому что там клубника, яблоко... Нет, или с яблоком, надеюсь. В общем, с чем-то делал. Так, подождите, стоп. Надо загрузить. Может, он тоже хорошо пойдет. Наш киш. Киш. Все, давайте, продавайтесь. Ты кушай, у тебя даже нет обеденного стола. Но я буду придерживаться той концепции, что все деньги будут пока что вкладываться только в развитие пекарни, а все как бы все его жилище пока будет вот в таком состоянии, то есть максимум. Последний пряник купили, кстати, да? Он же последний. Ну-ка, открой, посмотри. Да, это был последний пряник, все, он супер дешевый, у нас больше ничего не осталось. Так, и что ты у нас? Любит общаться. Вот, покупатель. Это тоже зевака совсем у него еще. Вот, пойди пообщайся. Доведи покупателя до катарсиса, чтобы он все купил у тебя.
Не знаю финансовых возможностей. Ну, давай уже дожевывай свою яишенку с беконом, по-моему. Во. Только не клади, пожалуйста, в багаж, а то у тебя опять завоняется, и ты будешь ходить и не буду понимать, что ты такой грустный. Потому что положишь что-нибудь в багаж, забудет, и все. А ты что? Папарацци. У нас кто-то здесь из знаменитостей. И что ты сидишь? И чё? Пошел. Так, а ты у нас кто? Ну, со всеми так, слушайте. У нас очень приветливый покупательница. Вот, давайте еще с этой покупательницей. Так, я хотела наушники выключить. Дверь мешает, сейчас я перевернусь. Вот, опять положил. Ну, вот так. Выключи, пожалуйста. Побудь со своими покупателями. Слушайте, какое платье интересное. Что-то я ни разу не видела. Так, давай с этой пообщайся, со всеми пообщайся, ответь на вопросы. Ты должен сейчас всех добить просто. Да, вы все должны все купить. Все, что есть. Обсудить предпочтения. Ты кто? О, и здесь у нас покупательница. Какое счастье, наконец-то. Количество покупателей хотя бы равно количеству этих зевак и любителей пообщаться. Нет, вот этот фестиваль нам вообще не туды и не сюды. Так, давай общайся. Любитель общаться. Давай со всеми общайся. Таран-тан-тан. Потому что что-то пока у нас не очень с торговлей. Все так вроде хорошо начиналось, но как-то так. Ты просто так с ними общаешься, а тебе нужно по работе с ними общаться. Ты понимаешь разницу вообще? Че-то... Так, он практически готов, он уже практически домариновался, и она тоже. Давайте, покупайте что-нибудь дорогое. Кстати, пока они тут общаются, надо... Что я хотела? Я хотела вот это потрясающе. Открывать доступ к новой вывеске, которую можно повесить в магазине для привлечения покупателей. Зайдите в раздел. Ну, короче, я хочу это. А что у нас? Сейчас мы ее найдем. Итак, у нас теперь есть вот эта вывеска. Я не знаю, что она дает, но мне хотелось хоть что-нибудь такое повесить. А что это было такое 150? А что вернулось? А что это такое? А что не вернулось? Выключить на продажу, улучшить. Включить эмоциональную атмосферу. Так, а у нас так никто и ничего не купил, да? Стоит мне немножечко расслабиться, и тут же все тоже расслабляются. А что он так закрыть сделку, типа он уже... Так, что у нас тут на романтике? Давайте посмотрим. Давайте съездим на него. Сейчас. Мы на него съездим, да. Нам надо бы... Там, по-моему, насколько я помню, из прошлого своего челленджа, там можно поживиться всякими фруктиками и всем прочим. Нам надо, чтобы хотя бы вот эти 3 человека сделали свои покупки, потому что тогда у нас деньги будут на нашу поездку. О, еще вот покупательница. Давай у нее что-нибудь спроси. Приветствую хотя бы. Вот видите, они все практически готовы купить. Еще чуть-чуть и все. Что совсем? Что ты хочешь? Чай с сахаром. Я тоже хочу на фестиваль, но не с тобой. Так, давай, покупай. Давайте. И что? О, фруктовый пирог 32. Хорошо, слушайте, у нас 207 миллионов. Это уже прекрасно. Прекрасно. Сейчас еще купит. Я верю в это. Так, а с ней уже можно не общаться, она уже все купила. Все, нас не интересует. Давай вот этого дожимаем. Ответь на вопросы на него. Да нет, куда? Она же уже была готова купить. Ну, в туалет пошла, я надеюсь. Да, она пошла в туалет. У нас же супер туалет. А нет, куда она пошла вообще? Что она собралась делать? Плюшку с черникой она купила. Короче, надо закрывать здесь явно, потому что они... Блин, она сфоткала наши грибы. Что-то это странно, если честно. А ты куда? Чего они все туда пошли? Я не поняла вообще. Надо, короче, калитку покупать, потому что
Это не дело. Давай, да, добей уже этот. Ну, суди. Они все туда пошли, что ли, резко? Да, и этот уже сюда приперлась. Простите за выражение, но чё им так нравятся мои грибы или что? Что это вообще такое происходит? Ладно, варельница. Все сюда пришли. И она тоже пришла. Я думала, она в туалет пойдет, но она так и идет. Вот, все, мы дожали, мы ее дожали. Ура, ура, ура. Давай, теперь эту дожимай. Давай. Что ты не можешь ничего больше сделать? Да? Что вы все пришли сюда? Вот все любят пообщаться. Плюшку с черникой он купил, отлично. Так, у нас 159 миллионов. У нас зеваки, вот эта вот барышня, которая непонятно через сколько она, я не могу на нее воздействовать, потому что она другая, любит пообщаться. Короче, закрываем и уезжаем на фестиваль. Нам надо только перекинуть денежку. 240. И уезжаем на фестиваль, потому что он закроется. Показать информацию. И отправиться. Я не хочу никого с собой брать. Наверное, нет. Так много людей знают. Все. Уезжаем вообще отсюда. Все, мы закрылись, да. Потому что они ничего не купят, а фестиваль закончится. Я не успею все. Итак, возвращаемся к нашему Патрику. Во-первых, он внезапно получил навык соковарения. Как он это в дороге смог сделать, я так и не поняла. Ну ладно, может быть, это от тетеньки той соковара передалось. Во-первых, он переоделся, такой ничешный товарищ. Наверное, это более утепленный у него вариант. Я уже, честно, забыла, во что я его одевала. Так, давайте исследовать место. А что ты у нас изучаешь? Мне интересно. Прям вот интересно. Ты как раз соковарение изучает. Просто стоит и изучает соковарение. Вот что я хотела. Вот что мне нужно было. Давайте исследуем, что здесь. Львиный зев. Так, давай весь урожай. Давай, убирай. Моргает нитка. Розовый куст. Нам это не надо. Стрелицы. Цветы похожи на птичек. Тут одни цветы? Нет, я так не играю. Не надо нам это. Мы же не можем это продавать. Серьезно? Здесь одни цветы в этот раз? Никаких фруктов. Розовый куст. Львиный зев. Опять львиный зев. Серьезно? Тюльпан. Розовый куст. Ясно, все понятно. Я так не играю, честно, причестно. Так, здесь только еда. И что это? Что-то можно купить? Сувенир нет. Ну, давайте поедем на стандартный лот, тогда хоть что-то, может быть, там купим. Это же мы сейчас... Ага, я знаю, куда нам надо. Итак, мы прибыли на стандартный такой лот, где всегда вот есть вот этот вот вагончик. Это в Сан-Мишуна, по-моему, это район художественный. Ну, по крайней мере, там вот художественная галерея. Туда надо прибывать для того, чтобы сюда попасть. Надо было сразу сюда ехать. Что-то я губу раскатала. В прошлый раз в старшей сестре я туда приезжала на этот фестиваль, и там были фрукты очень хорошие, дорогие. Ну, мы и цветы, конечно, да, мы цветы там тоже покупали. Но там были фрукты хорошие такие, дорогие. Так, давай типа попробуем поторговаться. Ну, вдруг что-то произойдет, и нам скинут немножечко. Это было бы сейчас шикарненько. Нет, нет. Ну, нет так нет. Ну, еще испортили. Испортили настроение. Ладно. Купить овощи и фрукты. Так, давайте все-таки... Он устал, конечно, спать хочешь. Или сошли с ума. Да, я знаю. Все должны зарабатывать свои деньги. Так, грибы, гроздь ежевики, черешня. Ежевика. Так, ладно, картофель. Вот луковица нам надо. Давайте пока одну, раз она такая дорогая. Вот, морковки 2 штуки надо. Хотя у них урожай хороший. Вот граната, помидор. Давайте всего по одному. Вот лимончик.
Клубника у нас разве нету? Мне кажется, есть. Ладно, давайте сразу уже это, что у нас. Груши у нас нету, черешни. Так, что-то у нас клубника очень дорогая. Давайте минус картофельную. 247 ровнёхонько. Сейчас вообще без денег останемся. Ай, 0 миллионов. Отлично. Отлично. Благодарим за покупку. Все, будем завтрашний день начинать с того, что будем сажать. Мне он немножко выспится. На самом деле ему типа выходной, наверное, нужен. Слушайте, он застрял на соковарении. Немножечко, мне кажется, его переклинило. Вот такой вот он у нас немножко недовольный, уставший. Да, он рассчитывал, что своей пекарней он сможет гораздо быстрее и больше зарабатывать, пока это какие-то копеюшки, которые он собирает в кучку, и пока он не может себе вообще ничего позволить. Так что закончим сегодня на этом. В следующий раз будем заниматься опять своим садом, потому что, в общем, его нужно активно развивать. Надо где-то искать эти специи. Наверное, придется ездить по разным городам. Я пока не очень понимаю, как это сделать, где найти все эти специи. Или покупать семена и надеяться, что где-то там найдется то, что надо. В общем, ладно, у нас будет много-много работы в следующий раз. Пока он пойдет отдыхать, я тоже. И вы подписывайтесь, ставьте лайк. И до следующих видео. Пока-пока.